Добрый день, дорогие весы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на август 2024 года. Да, дорогие, если вы смотрели большое видео «Лето, надежда», это гороскоп на 3 летних месяца, июнь, июль, август, то вы уже прекрасно понимаете, о чем я сейчас буду говорить. Конечно же, сейчас буду говорить более развернуто, более монотонно, не знаю, как вы воспринимаете мою речь. Для тех, кто не видел это видео, в конце ролика прикреплю, посмотрите, сложилось у вас, не сложилось, получилось ли обуздать все те возможности, силы, энергии, мощи, для того, чтобы понимать, каким сложится еще и осень, потому что, да, в «Лето надежды» я еще немножко захватывала осень. Следующий гороскоп осенний на 3 месяца выйдет в августе, для того, чтобы вам планировать точно так же осень заранее. Да? А сейчас, дорогие весы, у нас на повестке дня август. Этот, я скажу, совершенно непростой для вас месяц, потому что в этом месяце очень сильно будет в напряжении ваш управитель Венера. Да? И здесь история, я бы так сказала, мудрая, и здесь история основательная, и здесь работа в долгу. Работа в долгую над отношениями в том числе, потому что основная история этого августа для вас – это любовные отношения, естественно, завязанные с финансами, потому что Венера отвечает и за любовные отношения, и за финансы, за наше проявление, внешний вид, наши таланты, как мы проявляемся в отношениях, как мы проявляемся в личной жизни, какие таланты мы реализуем для достижения в финансах и проявления себя в этой жизни, да. То есть я бы так сказала, весы – это такой знак зодиака, которому не все равно, что скажут окружающие, да, и это история, которая на вас влияет вообще всегда, что на вас скажет вторая половинка или коллега на работе, что на вас скажет общество про вас, про то, какой вы специалист, про то, какой вы человек, личность, мужчина вы или женщина, неважно, то есть вы тот знак зодиака, которому очень важна репутация. Да? Допустим, есть знак зодиака Овен, который просто делает, ему вообще фиолетово, что про него говорят, про него распускают там слухи, сплетни, и ему вообще без разницы. Точно так же и Скорпион, допустим. Да? Для весов это тот знак зодиака, которому это очень важно. И здесь история того, что вот в августе вы будете над этим всем работать. Не просто над репутацией, но еще и построением отношений с финансами, деньгозарабатыванием, проявлением себя в работе как специалиста, как ответственного человека в том числе. И я бы так сказала, энергия этого месяца такая большая чаша, которую необходимо поднять и в ней разобраться. Конечно же, очень сильно будет задевать история любовных отношений. Начнется она еще в конце июля, да? В конце июля начинает складываться аспект Венера квадрат Уран. Уран у нас отвечает про свободу выражения, наши новые какие-то креативные идеи, действия и желания. И здесь история того, что захочется свободы, захочется анархии, захочется проявить себя по-новому, кому-то захочется запустить какой-то новый проект в работе. Ну, отлично, внедряйте. Но понимаете, что эффект может не совсем вам понравиться, да? Кому-то захочется изменить что-то во внешности. Здесь скажу так, что, ребят, Венера-Уран – это не тот аспект, когда вы хотите получить гармоничные, классические, красивые, я бы так сказала, изысканные результаты. Уран – это планета вообще не про изысканность и не про красоту, это про хайп, это про нестандартные эмоции, новые эмоции, да, не то самое, то есть это энергия, которая, я бы так сказала, весам не совсем подходит. Это точно так же Венера-Уран, это аспект разводов, поэтому многим захочется свободы, многим захочется, кому-то захочется разорвать деловые отношения в том числе, потому что пришла усталость. Скажу так, ребят, что этот аспект начнется в конце июля и будет действовать первую неделю августа. И уже со второй недели этот аспект разойдется. И здесь, пожалуйста, будьте внимательны, аккуратны, понимайте, что это момент такой, он временный. Да? Смотрите за своими действиями. Если вам нравится или по кайфу хайповать, тогда это дело одно. Если вы понимаете, что вы не совсем
можете и умеете эту странную стрессовую энергию выдерживать, тогда не создавайте себе стресса, потому что август, скажу, дорогие мои, для вас будет достаточно, в принципе, и так сложноватый, да. Идем дальше. 4 августа, ребят, у нас с вами новолуние во Льве. В принципе, на вас будет складываться очень даже хорошо, очень даже интересно, спокойно, стабильно, день как день. Хочется отдохнуть, отдыхайте. Хочется, я бы так сказала, куда-то поехать на вечеринку, на развлечения, без проблем. Это воскресенье, хороший день для того, чтобы отдохнуть. На самом-то деле сложности начнутся, продолжаю, да, сложности начнутся с 5 августа, потому что с 5 по 28 августа, ребята, у нас на небе ретроградный Меркурий. Не скажу, что он такой великий и ужасный, нет, но сложность этого месяца от апреля отличается тем, что в апреле все-таки, несмотря на коридор затмений, вот как-то вот было легче. А в августе накладываются другие спорные моменты и аспекты, в которых, безусловно, участвует ваш управитель Венера, да. И здесь можно было сказать, что как-то вот на этой эмоции, энергии можно выехать, как-то вот полегче стать, но силушка, я бы так сказала, богатырская, и терпение иногда будет вот куда-то улетучиваться. И здесь, ребят, понимаем, что ретроградный Меркурий с 5 по 14 августа у нас будет в знаке зодиака Девы, здесь энергия будет такая более приземленная, да, получится найти и ошибки в своих документах, да, то есть в своих действиях, получится что-то изменить, получится что-то изучить, что-то освоить, какие-то навыки, получится работать еще продуктивно, плодотворно, да, особенно если вы запустили какой-то новый проект на работе в первой неделе августа, да, до ретроградного Меркурия. Если вы запустили уже, когда наступил ретроградный Меркурий, то было бы хорошо, если бы этот проект был каким-нибудь не новым, а старым. Потому что в ретроградный Меркурий, вообще, в принципе, весь период ретромерка я советую запускать проекты, которые когда-то ранее не удались. Вот они не получились. Вы много сил, души в них вложили, а они не получились, не окупились, не получили того самого охвата, да. Тогда, конечно же, работа над монотонной работой, монотонные дела, которые мы не любим, там документы, все вот это проверки, да, тогда с 5 по 14 августа прекрасное время, пока ретромерк находится в Деве, а с 15 по 28 августа, когда ретроградный Меркурий уже перейдет во Льва и будет в квадратуре Ураном, то здесь запускать проекты, которые рассчитаны на широкую аудиторию и на публику, да, для того, чтобы залетел, хайпануть, словить как можно больше аудитории, то есть высказать свою речь, почувствовать себя вот таким оратором. То есть здесь такие проекты нацелены на внешнюю такую работу, да, очень хорошо зайдут, особенно если они не получались ранее. На ретроградном Меркурии дерзайте и делайте, да. Конечно же, здесь определенные есть у нас тоже сложности, потому что любой проект всегда запускается у нас с финансовыми вложениями, да. И здесь понимаете, что с 14 августа и по конец месяца, ребят, да, в этом-то и есть сложность момента, что у нас начинает складываться оппозиция Венера-Сатурн. То есть здесь в работе не получится просто вот так классно, легко хайпануть и вот так вот что-то сделать, запустить. Здесь все-таки жизнь нас заставит потрудиться. То есть результат получится, если мы будем трудиться, да. То есть Венера в оппозиции с Сатурном – это всегда история труда. Это всегда история не тратить деньги, а зарабатывать, сохранять, либо же вкладывать во что-то основательное, в недвижимость, например, как результат. При этом весы второй декады вы будете чувствовать вот такую, я скажу, легкость, везение, радость и счастье. Почему? Потому что как раз таки здесь будет у нас Юпитер делать трин к вашему натальному Солнцу в транзитной карте. Поэтому да, дорогие весы, для вас этот момент, а это вторая начинается в конце второй недели, 3 и 4 неделя августа, будут моментами, когда жизнь будет говорить, надо потрудиться, да, финансы вроде как говорят, что мы особо-то не располагаем средствами, хочется больше и хочется нужного, потому что когда Венера в оппозиции с
С Сатурном это всегда история того, что нам как бы хочется больше, да, но мы понимаем, что нам недостаточно. И мы четко понимаем, что мы хотим еще больше, но для этого нужно потрудиться. Это на самом деле хорошее такое сознание, но при этом здесь вот Юпитер, который будет делать трин Солнцу, а Юпитер это же такой внутренний Наполеон, когда ощущение, что нам фартит, что нам везет, что нам классно, особенно этому подвластны, я бы так сказала, весы второй декады будут подвластны этому аспекту. Здесь еще Марс в соединении с Юпитером, это такая, знаете, история, когда вот эти эмоции могут натворить столько дел, что на этих эмоциях можно много чего растратить, можно растерять свой потенциал, можно залениться. Вместо того, чтобы трудиться и что-то делать, будет энергия такая праздная, да. Поэтому я так скажу, это такое странное комбо, которое будет убирать от ответственности, да, особенно весов второй декады. Потому что конечно же, когда мы находимся в состоянии, что нам говорят, так, надо трудиться, сейчас у нас наступает там 2-3 недели пахоты, мы такие, так, подождите, а может как-то вот как-то полегче, и мы всегда человек выбирает что-то полегче, ну просто потому что не хочется вот этих трудностей, да? Трудностей хочется, когда мы четко, здраво себе понимаем, что для того, чтобы получить все то, что мы хотим, получить ту жизнь, которую мы хотим, реально вот нужно сейчас напрячься и реально начать делать, что это планомерные действия, ведущие к результату. Да, пусть не быстро, да, пусть не на оголделых эмоциях, особенно если вы продолжаете дело или проект, который уже ранее не получился, и вы уже это все проживали, тогда вы осознанно понимаете, что да, в этот раз я с пути не собьюсь. Поэтому здесь вот это трин Юпитера будет расслаблять, очень сильно будет расслаблять. Сатурн же наоборот будет держать в тисках и говорит, так, давай потрудимся ради нашего с тобой будущего результата. При этом этот аспект очень сложный для любовных отношений, это аспект всегда внутренних переживаний, это аспект всегда, когда мы не получаем того, что мы хотим легко, и мы понимаем, что для того, чтобы нам получить те самые отношения, которые мы хотим, душевные, мудрые, приятные, теплые, нам необходимо этого тепла столько вложить в этих отношения, столько понимания вложить, сколько иногда думаешь, а зачем это вообще нужно? Но, ребята, отношения это вообще, в принципе, та эмоция, энергия, которая базируется на тепле, и вот это тепло нужно в себе культивировать. Эти эмоции нужно не просто, чтобы это были вот такие эмоции со скандалами, что себя как-то вот так вот проявить, закатить скандал, истерику. Нет, это то тепло, которое мы даем в отношениях, и оно потом окупается, но при этом еще нужно столько терпения туда вложить на это. Это у всех так, ребят. Трава зеленее у соседа, но сосед тоже вкалывает для того, чтобы этот газон поливать, понимаете? Поэтому здесь история того, что да, особенно весы первой декады будете проходить все свои вопросики с реализацией кармических задач. Вопросики у вас будут какие? И, конечно же, и все будет зависеть от того, как вы себя ведете и как вы поступаете, потому что весы первой декады будут спрашивать о своих прошлых делах, прошлых отношениях, отношениях с противоположным полом, либо вообще в принципе с людьми по жизни, отношения с друзьями, либо с вашими врагами, потому что весы это всегда про историю, то есть умение делать своих врагов своими друзьями или наоборот из своих друзей делать своих врагов, да? Как вы умеете договориться, договариваетесь ли вы по справедливости, какой вы партнер, какой вы компаньон. То есть здесь историю эту проходят весы первой декады, кармические задачи, и от того, как вы пройдете эти вопросики, конечно же, будут зависеть плюшки, которые вы будете получать по судьбе. Вопросики пройдете хорошо, достойно и красиво, да, тогда, конечно же, тогда в вашей жизни будут появляться люди, которые в этом августе будут помогать вам продвигаться, будут помогать вам проходить сложные уроки в жизни. То есть ваши отношения из тяжелых станут полегче, и вы оцените это, и вы скажете, наверное, я все правильно делаю,
наверное, мне стало хорошо. И это такая история, знаете, в которую нужно заглянуть именно в свои страхи, потому что здесь же еще Лилит перешла из знака Дев в знак зодиака Весы, и, конечно же, сейчас катится по весам первой декады в соединении с кармическим узлом. Да, мои дорогие весы, это тот самый вопросик ваших внутренних страхов, барьеров и зажатости, где вы боитесь упустить контроль, довериться, идти вместе по жизни, потому что для весов вообще, в принципе, теплые отношения, семейные отношения, брачные узы, умение общаться с людьми, ну, то есть лакмусовая бумажка вашей хорошей жизни, такая она, какая должна быть или нет, это ваши отношения, теплые, приятные, наличие душевных, любовных отношений, брачные узы обязательно, потому что весы это не тот знак зодиака, кто живет в гражданском браке. Если вы до сих пор живете в гражданском браке, значит вы те весы, которые не хотят идти в ответственность и, естественно, не хотите идти в свое будущее. Не цените свое время, в том числе не время своего партнера. Это наличие людей с вами по жизни, клиентов, людьми, с которыми вы работаете, если вообще, в принципе, у вас устойчивая работа. Те, кто работает сам на себя, работает в консультационной деятельности, тогда у вас очень много клиентов, тогда это говорит о том, какой вы прокачанный знак зодиака Весы, идете ли вы в ногу со своим знаком и развитием. Если же, ребят, этого всего нет, тогда, конечно же, кармические узлы, проходя в этом августе, будут вас очень сильно спрашивать, потому что здесь прохождение как раз-таки идет еще и в соединении с Лилит, а это всегда нужно нырять в свои страхи, в переживания, фобии, чего вы боитесь, почему вы боитесь раскрыться, ну, как знак зодиака, раскрыть свой потенциал, потому что потенциал-то на самом деле велик. Открытие своего потенциала ведет, как это сейчас модно говорить, к раскрытию своего финансового канала. Да нет, ребят, на самом-то деле финансы и деньги, наличие в нашей жизни – это лакмусовая бумажка того, что мы правильно реализовываем свои таланты и навыки, мы находимся на своем месте. То есть мы зарабатываем так, как мы этого на самом деле хотим, а не так, как нам диктуют обстоятельства. И да, дорогие весы, полнолуние. Полнолуние 19-20 августа, сложные моменты, которые заставят задуматься. Для вас момент не настолько сложный, принесет много осознаний, много эмоций в том числе. В 19-20 почему две даты? В одном полушарии 19, в другом уже 20. Водолейское полнолуние хорошо сложится на вас, получится как раз таки соединить в голове все мысли, нотки, все то, что вы давно хотели, давно планировали, но еще продолжится действие аспектов и Венера-Сатурн, и Юпитер-Марс на ваше Солнце в транзитной карте, на натальное Солнце. Да? Здесь история того, что нужно делать так, как хочется, но при этом принимать всю ответственность, да, потому что в работе месяц на самом деле сложный, и в любовных отношениях месяц очень непростой. Это максимальная концентрация, ну, то есть своего очарования в этом жизни, ожидания и реальности, потому что Юпитер всегда завышает наши ожидания, то есть наши эмоции всегда идут впереди нас, а Сатурн в оппозиции к вашему управителю, он как бы очень сильно заземляет, да? Реальность доходит всегда позже наших ожиданий. И вот я скажу так, что лучше не очаровываться для того, чтобы потом не разочаровываться. Трезво смотрите на этот месяц, понимаете, что уроки жизни, судьбы кармически проходить нужно. Да, в августе проходят кармические задачи, сложные уроки весы первой декады. Весы второй декады проходили эти уроки в первой половине 2024 года. Весы третьей декады проходили эти уроки в 23 году, да, второе полугодие. Поэтому, ребята, да, здесь понимаете, что у каждого свои задачи, аспекты вот в транзитах у меня сейчас открыты, они, сами понимаете, не для всех складываются, это общий гороскоп. Если у вас свой персональный вопрос, оставляйте в комментариях под этим видео. Обязательно дата, время и место вашего рождения, для того, чтобы я ответила, собственно, на ваш вопрос. И вопрос, собственно, задавайте, потому что открываю. Обычно всегда оставляют вопросы под видео те люди, у которых сейчас очень много событий, и они просто не знают, что прямо сейчас делать с этой жизнью, да?
Поэтому задавайте интересующий вас вопрос, чтобы я четко ответила, какие дальнейшие действия вам предпринимать для того, чтобы как-то вот ускориться, осложнить сложность события момента. Но я не скажу, дорогие весы, что это какие-то сложные, тяжелые, фатальные события. Сатурн все-таки заземляет, заставляет нас трудиться, здраво оценивать ситуацию, понимать, что, конечно, хочется потратить, но давай лучше немножко подкопим, потому что жизнь и опыт показывает, что наступает всегда не совсем простая осень, в которой нужно столько объема энергии вложить для того, чтобы зимой было полегче. Да? Ну и вообще, в принципе, для весов переход с лета на осень – это такой момент, это же всегда подведение итогов. И август – это такой месяц, когда вы всегда смотрите на будущее, потому что сейчас вот остался еще чуточку сентябрь, это вообще эмоциональные моменты незакрытых возможностей, да, упущенной выгоды, и это всегда так себе осознание. И приходит день рождения, и здесь, да, дорогие весы, отнеситесь к этому августу с пониманием серьезности ситуации, и тогда у вас получится больше положителей. Легкомысленность, легкости своей мысли можно допустить, если вы, например, находитесь в молодом возрасте до 30 лет. Естественно, те люди, которые подходят к 40, которым уже 35 плюс, вы понимаете, что жизнь, она совершенно не такая, как была до 35. Она не такая легкая, она не так все просто решается. Уже приходит все-таки мудрость, понимание и осознание, что разбрасываться людьми, отношениями и финансами, потому что финансы – это наша эмоциональная, энергетическая емкость, да, насколько вот она в нас есть, настолько мы располагаем средствами. Поэтому здесь понимайте, что для каждого события свое время. Август – это время созидать, думать о будущем, но при этом основываться на своем прошлом опыте. Проходить кармические задачи и не упускать возможности. Ребят, запаситесь терпением на этот август, потому что необходимо все-таки поработать для того, чтобы осень была не такой сложной. Дорогие мои любимые весы, вот такой гороскоп на ваш август месяц. Если есть вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео. Если вы хотите записаться на консультацию, в описании под этим роликом все ссылки на сайт, на почту, для связи со мной, для контактов. Создала телеграм-канал, если вам нужно больше общения, там тоже публикую ролики, которые вышли на YouTube, если вы иногда здесь пропускаете. Ну и, конечно же, ребята, в конце видео актуальные ролики. Если вы их еще не видели, посмотрите, спланируйте свое время, потому что тот же самый ретроградный Сатурн, который с нами будет еще аж до 15 ноября, можно спланировать очень хорошо и четко для того, чтобы трудности конвертировать в возможности. Да, ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам продуктивного, активного и яркого месяца. Пожалуйста, относитесь с ценностью к людям, которые вас окружают, к своим отношениям и к своим силам. Они вам очень сильно понадобятся в этом августе. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.